Ассаламу алейкум, здравствуйте, мы находимся в стрелковом клубе 762, это 3-я Хорошевская улица, город Москва. Обращал ли ты внимание, что многие стрелки, когда извлекают пистолет, вот делают вот такое движение? А? Обращал? Приседают. Да, зачем, как ты думаешь? Знаю. Примерно. Привычка? Нет. Нет? Ну, я думаю, колени, типа, они делают это. А компенсировать отдачу начинают Нет. снизу. Отдачи нету. Нет? Просто от страха? Нет. Этому специально учат. Учат не россияне так, Мгм. другие, россиян. Так. Вдруг конфликт там, чтобы... Они встают вот так. Егор, для чего? Чтобы стать ниже. Правильно? Правильно? Неправильно. Давайте представим. Пистолет – эффективная дальность стрельбы из ГЛОКа необученного человека даже 25 метров. Вообще хорошая дальность 15 метров КРТ-СОВ в основном используется. Теперь давай представим. На расстоянии 20 метров стоит вот такая мишень, как я. Мгм. Ну и ты подошел, там срезал 7 сантиметров. Тебе трудно будет в нее попасть? Чуть сложнее, да. Как это чуть сложнее? Где? На Куда 7 ты сантиметров Куда ты сложнее. стреляешь в мишень? В голову, что ли? Ты стреляешь в геометрический центр Да. мишени. Стреляется всегда сюда. Егор, правильно? Вот. Ну что стало, если у тебя уменьшилась немножко голова? Немножко. В голову никогда первый выстрел не делают. Это всегда бьют в большую цель, Мгм. менее подвижную. Голова – это маленькая и подвижная цель. Зачем же так учат, Марат? Это то же самое, как Шварценеггер написал книгу, да, как накачать мускулы. Потом к следующему приходит, там будем к Копперфильду, например, и говорит, надо написать книгу, как накачаться. Он говорит, да вы что, Шварценеггер все написал уже. Мгм. Ему говорят, бабки. Он, И он говорит, не вот так делайте, а вот так делайте. Ага. Не ногами не 5 раз делайте, а 6. Люди покупают книги, учатся. Конечно, инструктор, если инструктор просто приедет, дорогой инструктор, реально дорого приезжают, и будет учить тому же, чему учит Егор, чему учат там наши инструктора, кто к нему придет? А проблема какая получается, если человек подсел? Квадрицепсы напряжены, подвижность теряется. Стрелок только до тех пор стрелок, пока он двигается и стреляет. Как только стрелок останавливается, он встает стреляющей мишенью. Более того, когда мы видим мишень или цель, смотрим на нее, у нас образуется прицельная линия. Как только мы извлекаем пистолет и ставим на прицельную линию мушку и целик, у нас формируется прицельная картинка. Что будет, если мы выносим пистолет вверх и присаживаемся еще вниз? У нас они пересекаться будут, и надо будет восстанавливать. Гораздо легче, если мы стоим неподвижно и выносим на линию прицеливания. Вы хоть раз промахнулись, когда пальцем пытались извлечь образно, попало что-то в глаз? Если вы будете вот так делать, я реально говорю, ты попадешь в глаз. Да, реально. Поэтому максимально удобно. Вот, извлек, направил и попал. Если нам нужно стать меньше, гораздо эффективнее стать на колено. Мгм. Гораздо эффективнее. Чуть дольше по прицеливанию будет, в принципе, так же будет, как будто ты присел. Но здесь ты присядь чуть. Ну, забьются ноги через Да, какое-то время. Вот они напряжены. Напряженными не так легко. Чуть-чуть отпустить можно, чтобы подвижность была. Ну вот так и вот так еще. Ну, это не так эффективно. То же самое касается автомата. С автомата вот делают вот так, чуть-чуть. Мгм. Зачем тогда на колено люди уходят? Зачем придумали? Зачем уходить на колено, если можно вот так? И вас противник не попадет. Противник не увидит. Ну, это Куда он делся? призрачная Присел. призрачная безопасность. Люди все время хотят что-то нового. Ничего нового придумать не могут и начинают опасные для здоровья, опасные для них. Сами я не думаю, что они так будут стрелять. Любой инструктор скажет, что нужно уходить или вниз полностью, да, на колено хотя бы, или в сторону. Под шаг, 2 шага сделать в сторону. То есть хорошо, если При извлечении.
Если перед нами пустое пространство, а если это, условно говоря, кусты, вот то, о чем ты сказал, что линия смещается, да, там, я увидел, куда стрелять, пока я присел, там, какими-нибудь кустами закрыл уже вообще позицию себе. Одна из причин, если кто не знает, почему мы стреляем с колена, а не стреляем лежа очень часто. Мгм. Считается, что лежа гораздо удобнее стрелять, точнее попадание. По любым характеристикам оружия автоматического, посмотрите, стрельба лежа гораздо точнее. То есть там измеряется, допустим, там будем ПП-2000, да, лежа одиночным огнем это там 20 на 20 на 100 метров, стоя 40 на 40. Мгм. Очередью лежа метр на метр попадание, то есть разброс такой длинной очередью. Если стоя, 1,40 на 1,40 м. И это стрельба на 100 метров. Поэтому лежа всегда точнее будет. Но почему мы часто стреляем с колена? Потому что трава и что-то мешает нам стрелять лежа. Мгм. И получается лежащее, когда мы лежим и стреляем, это у нас статическая лёжка, ну лёжка это Мгм. статическая, да, пока встанешь, пока побежишь. А стрельба с колена это более динамическая. Ну да. То есть на колено встал, Быстрее, отстрелялся, проще встать и да. бежать. Но самая главная задача стрельбы с колена это уменьшение габаритов. Мгм. И второе, получается, когда ты колено ставишь, у тебя 3 ноги. Более устойчивая стрельба. Более того, я ставлю на локотки на колено, смотря на с какого стреляю, да. Если это колено вверху, то я ставлю этот локоток. Если это колено впереди, я ставлю этот локоток. Дополнительно. Покажешь сразу? Мгм. Вот. Если я стреляю, разворот делаю направо, то я ставлю этот. Это всегда дополнительная нога. То есть колено является третьей ногой, Мгм. что является самым Третья устойчивым. точка опоры. Так точно. Если ролик понравился, вообще ставим лайк. А если вы все еще не подписаны, обязательно сделайте это прямо сейчас. Да. Пока.